Игра Produce — это тактическая стратегия, разработанная DB Soft в 1987 году для NEC PC-88. Темная и мрачная история, наполненная страхом и предательством. Для своего времени у игры не было аналогов, да и сейчас их практически нет, поэтому она крайне интересна. Четверо студентов, учеников Интернационального института эсперов, отправляются на летний отдых в горы. Гилберт, Тина, Саяка и Тошио. Тошио без ума влюблен в Саяка. На отдыхе он узнает, что ей нравится Гилберт. Расстроенный, он идет на прогулку и натыкается на заброшенное здание, на последнем этаже которого обитает злое существо. Так как у Тошио дар к телепатии, оно смогло связаться с ним. Чудовище просит помочь. Тошио должен привести своих друзей на 21 этаж, а взамен существо поможет ему быть вместе с Саяка. Тем временем Саяка видела, как он входит в заброшенный дом, и зовет Гилберта с Тиной помочь найти Тошио. Начинается сама игра. Благодаря союзу с чудовищем у Тошио новые способности. Существо одолжило свои глаза и силу вызывать монстров. Нужно поспешить и загнать своих друзей на 21 этаж. В глазах чудовища показано то, что видят наши однокурсники. Так мы можем следить за их передвижениями. В нижнем левом углу мини-карта. На ней отображается лабиринт. Жертвы показаны разноцветными флажками. Зеленый Гилберт, желтый Тина, красный Саяка. На каждом этаже наша задача направить их к лестнице наверх и не дать спуститься вниз. В попыхах жертвы могут наткнуться на лифты, находящиеся на некоторых этажах. Нам не видно их на карте. Если это случилось, не стоит расстраиваться. Вполне возможно, этот лифт поднимет их на этаж выше и облегчит нам задачу. В противном случае придется проходить заново несколько этажей. Одна секунда реального времени равна 5 секундам в игре. Мы должны уложиться в промежуток с 7 вечера до 5 утра. Как только рассветет, мы проиграем. Придется думать быстро. Если ничего не делать, наши дорогие друзья выбегут на улицу. Зачем они вообще заходили в здание, если так хотят выйти? Освободившись, они приведут подмогу и уничтожат здание. Этого мы не можем допустить. Направлять их мы будем с помощью монстров. В нашем распоряжении 30 штук, все доступны сразу. Тошио умеет останавливать время для передышки и обдумывания тактики. Останавливаем время, выбираем монстра, где он будет ждать, в какое время появится и сколько времени будет там стоять, а главное, каким способом он материализуется перед жертвой. У нас есть ограничение, больше 8 штук одновременно не призвать, но больше нам и не понадобится. Нужно с умом выбирать монстров, так как это тратит энергию босса. Если она иссякнет, мы не сможем ничего сделать. После встречи с монстром наши друзья будут корчить гримасы ужаса, кричать и бежать, бежать, бежать. Но будьте аккуратней, давайте им передохнуть, иначе их слабое сердце не выдержит и лопнет, как шарик с водой. А чудовищу наверху здания нужны все трое живыми. После смерти любого из них игра заканчивается. Также есть небольшая проблема. Наши однокурсники эсперы и не так беззащитны, как кажется с первого взгляда. Они могут использовать свои экстрасенсорные способности и уничтожать монстров. Если мы выберем монстра, которого они не боятся, он будет моментально атакован. Уничтоженный монстр исчезнет навсегда. Придется дальше проходить без него. И да, нужно стараться не ставить монстров на голубом полу. Это святилище. Находясь на нем, жертвы становятся сильнее и отбиваются чаще. Страхи и характеры всех трех жертв различны, поэтому подбирать монстров следует индивидуально для каждого. Нужно найти того, что заставит их шевелиться быстрее. Тина очень нервная, легко выходит из себя, но сил у нее не больше, чем у комара. Гилберт чаще атакует, если монстра поставит в святилище, а Саяка не нападает, но если ее довести до грани с сердечным приступом, она превратится в дьявола и побежит, сломя голову к выходу, уничтожая всех на своем пути. Ее атаки самые мощные. После прохождения этажа нам покажут статистику и дадут возможность сохраниться. Чем меньше мы используем монстров, тем больше очков получаем. Чем больше мы очков получаем, тем больше восстанавливается энергия босса перед следующим этажом. С каждым этажом лабиринт становится все сложнее. И так этаж за этажом нужно пройти все 20 штук. И что же там наверху? Монстр пожирает Гилберта и Тину?
Саяка влюбляется в Ташио, они весело и уходят, и женятся. Все у них отлично? Нет! Само собой, такая история не может закончиться хэппи-эндом. После того, как 20-й этаж пройден, чудовище поглощает Саяка. Она становится его частью. Нам открывается страшная правда, что сам главный герой был тоже съеден, еще до входа его друзей в здание. И он существовал как часть монстра, который просто использовал его телепатические способности. Хотя, как ни крути, монстр не обманул Ташио. Теперь они вместе с Саяка. Навечно. Игра очень сложная, очень многое зависит от случая, направление передвижения жертв рандомное, поэтому довольно сложно ими манипулировать. Иногда персонажи просто отказываются бежать в нужную нам сторону и умирают от разрыва сердца. Бывали случаи, что искусственный интеллект тупил, и персонажи не могли найти выход, просто кружили по кругу. Но это мелочи, учитывая возраст игры. Постепенно начинаешь вникать и получать удовольствие от геймплея и атмосферы. Когда вышел «Продюс», один из японских журналов напечатал обзор. В статье разместил фото с голой Саякой из финала. Задроты увидели, подумали, что это хентай, и побежали покупать диск, но их ожидало нечто более тревожное. Для тех, кому не по душе печальный финал игры, есть альтернативная концовка, но чтобы ее получить, нужно попотеть. Для этого нужно дождаться 5 утра, и это сложнее, чем пройти игру, так как нужно не дать убежать персонажам и не убить их все это время. В награду мы послушаем печальную мелодию и увидим текст с раскаянием Ташио. Мое время вот-вот закончится. Я хотел добиться большего, их страха и смерти. Рассветает, начинаются дни моего страдания. Мне грустно, почему все это случилось со мной?